Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. 1 февраля в Тамбовскую область затяжной снежный шторм грянес аномальное количество осадков, сопоставимое с показателями дальневосточных регионов. Всего за двое суток в областном центре выпало до 40 сантиметров свежего снега, что привело к установлению исторического метеорекорда. Утром в воскресенье высота снежного покрова в Тамбове достигла 82 сантиметров, побив предыдущий максимум – 80 сантиметров, зафиксированный в марте 1968 года. Стихия фактически парализовала жизнь региона. Муниципальные службы перешли на круглосуточный режим работы, задействовав весь парк снегоуборочной техники. Однако интенсивность осадков и сильный порывистый ветер значительно осложняют расчистку не только дворовых территорий, но и центральных магистралей. Транспортная ситуация в области оценивается как критическая. Видимость на федеральных трассах в периоды метели падала до нескольких десятков метров, что привело к введению временных ограничений на движение большегрузного транспорта и межмуниципальных автобусов. В самом Тамбове сугробы местами достигли человеческого роста, заблокировав выезды из частного сектора и создав трудности для работы экстренных служб. Энергетики региона работают в усиленном режиме, оперативно устраняя локальные обрывы линий электропередач, вызванные налипанием тяжелого мокрого снега и ветровой нагрузкой. Несмотря на привлечение дополнительных сил и средств, на полную очистку дорог и тротуаров после такого рекордного снегопада потребуется не менее недели. Синоптики предупреждают, что февраль только начался, и при сохранении текущей циклонической активности Тамбовщина может обновить еще несколько зимних рекордов. Жителям настоятельно рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и проявлять осторожность вблизи крыш зданий из-за активного формирования снежных карнизов. Вчера Казань оказалась в эпицентре мощного атлантического циклона, который принес в столицу Татарстана аномальные снегопады и метели, спровоцировав масштабный транспортный и коммунальный коллапс. Всего за выходные в городе выпало более половины месячной нормы осадков, что привело к установлению высоты снежного покрова, местами достигающей 70-80 сантиметров. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду образовал на дорогах гигантские переметы, в результате чего видимость на федеральных трассах М7 и М12 упала до минимума, что заставило власти полностью закрыть движение для грузового и общественного транспорта. В самой Казани многокилометровые заторы парализовали движение на ключевых артериях города, включая проспекты Победы, Ямашева и улицу Ершова, где сотни автомобилей оказались заблокированы в снежном плену. Городские службы перешли на чрезвычайный режим работы, задействовав более 800 единиц спецтехники и тысячи дорожных рабочих. Однако интенсивность осадков значительно превышает темпы расчистки. В аэропорту Казани были задержаны и отменены десятки рейсов. Тысячи пассажиров были вынуждены ожидать вылета в терминалах. Наземный общественный транспорт работает с огромными перебоями. Трамваи и троллейбусы застревают на путях, а многие автобусные маршруты сокращены или приостановлены из-за невозможности проезда по второстепенным улицам. Ситуация осложняется массовыми случаями падения деревьев и обрывами линий электропередач под тяжестью мокрого снега, что оставило без света часть пригородных поселков. На утро 2 февраля мэр города объявил план «Буран», мобилизовав дополнительные ресурсы частных предприятий для уборки снега. Жителей Казани настоятельно просят отказаться от использования личных автомобилей и не парковать их вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочных колонн. МЧС предупреждает, что в ближайшие сутки метель может смениться резким похолоданием, что приведет к образованию сильной гололедицы и еще больше осложнит восстановительные работы. Ой, бля, 30 января в Гаджи-Габульском районе Азербайджана произошло извержение грязевого вулкана Даш-Мардан, ставшее первым пробуждением исполина за последние 15 лет.
Первые подземные толчки были зафиксированы сейсмическими станциями Республиканского центра сейсмологической службы в 16 часов 53 минуты по местному времени. Активная фаза извержения носила однофазный характер и продолжалась около 13-15 минут, сопровождаясь выбросом внушительного столба пламени высотой в несколько сотен метров. Огненный фонтан был отчетливо виден с федеральной трассы Баку-Газах, а также из близлежащих населенных пунктов Гаджигабульского района. Согласно данным отдела динамики очагов землетрясений, очаг извержения находился на глубине 3 километров. Грязевой вулкан расположен на горе Харами, и его активность была зафиксирована сразу несколькими станциями. Вулкан Даш-Мардан имеет богатую историю активности. Ранее его извержения официально документировались в 1866, 1954, 1976, 1986 и 2011 годах. Нынешнее событие обошлось без человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. Специалисты отмечают, что подобные извержения связаны с обширной углеводородной системой Южно-Каспийского бассейна и сопровождаются выбросом горючих газов, в основном метана, который воспламеняется при выходе на поверхность. Ученые продолжают мониторинг, так как Азербайджан является домом для почти половины всех грязевых вулканов мира, многие из которых находятся в активной фазе. Во французском городе Миос, расположенном в департаменте Жеронда на берегу залива Аркашон, 31 января пронесся торнадо. Стихия обрушилась на коммуну в момент прохождения мощной суперячейки, принесшей также грозы и град диаметром до 2 сантиметров. Вихрь проложил узкий, но крайне интенсивный коридор разрушений протяженностью от 3 до 4 километров, буквально за считанные секунды сокрушая все на своем пути. По предварительным данным префектуры и муниципальных властей, материальный ущерб оценивается как значительный. Повреждения различной степени тяжести получили от 200 до 300 жилых домов. Очевидцы описывают прохождение вихря как сильный гул, после чего в воздух начали взлетать заборы, садовая мебель и батуты. Ураганный ветер срывал черепицу и целые фрагменты кровли, обрушивал стены построек и вырывал с корнем многолетние деревья, которые при падении блокировали дороги и обрывали линии электропередач. Несмотря на масштаб разрушений и внезапность явления, которое практически невозможно было спрогнозировать заранее, по состоянию на вечер субботы сообщений о погибших или серьезно пострадавших не поступало. В Миосе немедленно была объявлена чрезвычайная ситуация. Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности граждан мобилизовали около 100 пожарных и спасателей. Власти города открыли центр временного размещения для семей, чьи дома стали непригодными для проживания или лишились крыш, обеспечив их горячим питанием и временным кровом. Метеорологи из Метео Франс сообщают, что инцидент был вызван крайне локализованным вращательным движением воздушных масс внутри грозового фронта. На данный момент в Жеронде продолжаются работы по расчистке улиц от обломков и восстановлению электроснабжения в пострадавших кварталах, а психологи оказывают помощь местным жителям, находящимся в состоянии шока после пережитого удара стихии. Японский город Аомори, расположенный на северной оконечности острова Хонсю, оказался во власти беспрецедентного снежного шторма. Согласно данным Метеорологического агентства Японии, к середине 1 февраля высота снежного покрова в городской черте достигла 183 сантиметров, что стало самым высоким показателем с 1945 года. Экстремальные снегопады вызваны мощнейшей волной холодного сибирского воздуха, которая при столкновении с теплыми водами Японского моря спровоцировала непрерывную конвекцию и интенсивные осадки над префектурой. Разгул стихии привел к масштабному инфраструктурному коллапсу. Сотни жилых домов и автомобилей оказались буквально погребены под многометровыми сугробами. Муниципальные службы не успевают расчищать даже основные транспортные артерии. Движение поездов по линии Аомори Рейлвей существенно затруднено, несмотря на круглосуточную работу бригад. На скоростных трассах зафиксированы многочисленные аварии и многокилометровые заторы.
Власти префектуры ввели режим повышенной опасности, так как тяжесть снега на крышах создает угрозу обрушения старых построек. Несколько человек в регионе уже погибли в ходе инцидентов при расчистке снега. Ситуация в горах Хоккодо остается еще более экстремальной. На метеостанции Сукаю зафиксирована рекордная высота снега – 487 сантиметров, что стало абсолютным максимумом для января за всю историю наблюдений. Метеорологи предупреждают, что влияние холодного фронта сохранится как минимум до конца недели, что может привести к дальнейшему росту сугробов и риску схода лавин. Жители города призывают не покидать свои дома без крайней необходимости и проявлять предельную осторожность при проведении работ по уборке снега. «31 января на австралийский город Брокен-Хилл, расположенный на крайнем западе штата Новый Южный Уэльс, обрушилась мощная пыльная буря. Громадная стена пыли и песка, поднятая шквалистым ветром впереди грозового фронта, накрыла город за считанные минуты, погрузив его в оранжево-коричневые сумерки. Видимость в эпицентре стихии упала практически до нуля, а порывы ветра достигали 107 км в час, что привело к обрывам линий электропередач и повреждению легких построек. Местные жители описывали явление как апокалиптическое, отмечая, что небо за секунды сменило цвет с дневного на темно-красный. Австралийское метеобюро сообщило, что причиной возникновения хабуба стали сильные конвективные потоки от приближающихся летних штормов, которые подняли сухой верхний слой почвы из истощенных засухой западных равнин. Сразу после прохождения пылевого облака в Брокен-Хилле начался ливень, который превратил пыль в грязевой дождь, принеся кратковременное облегчение. Однако метеобюро предупреждают, что частицы пыли, поднятые высоко в атмосферу, в течение ближайших нескольких дней будут перемещаться на восток вслед за движением холодного фронта. Согласно прогнозам, пылевой шлейф может достичь побережья и накрыть Сидней и Канберру. Власти Нового Южного Уэльса уже выпустили предупреждение о возможном резком ухудшении качества воздуха в восточных районах штата. Жителям с респираторными заболеваниями настоятельно рекомендовано оставаться в помещениях и держать окна закрытыми, так как высокая концентрация мелких частиц может вызвать обострение болезней. 31 января в промышленной зоне города Чилегон в индонезийской провинции Бантан произошла серьезная утечка химических веществ на терминале компании PT Vopak Индонезия. Около 14 часов по местному времени жители района Гирем и сотрудники соседних предприятий заметили плотный столб дыма, характерного оранжево-желтого цвета, поднимающийся над территорией объекта. По предварительным данным, причиной выброса стала утечка азотной кислоты из резервуаров или трубопроводов терминала. Ядовитое облако быстро распространилось на прилегающие жилые кварталы, вызвав у людей симптомы острого отравления – жжение в глазах, тошноту, головокружение и острую одышку. Масштаб инцидента заставил власти города объявить режим чрезвычайной ситуации в пострадавшем районе. По меньшей мере 58 местных жителей были экстренно госпитализированы в медицинские центры с жалобами на затрудненное дыхание и плохое самочувствие. Руководство компании PT Vopak Индонезия инициировало внутренние расследования для установления точных причин инцидента. Власти штата потребовали от компании провести полную проверку систем безопасности резервуарного парка, чтобы предотвратить повторение подобных аварий в будущем. «30 января аргентинский муниципалитет Лухан-де-Куйо в провинции Мендоса столкнулся с последствиями разрушительного шторма, вызвавшего внезапный катастрофический паводок. Сильные ливни в предгорьях Анд привели к формированию стремительного селевого потока, который обрушился на район Бланка-Энкалада. Уровень воды в местном русле поднялся настолько резко, что превратил дорогу в бушующую реку из грязи и камней. В эпицентре стихии оказался рабочий, управлявший экскаватором. Мощное течение мгновенно заблокировало тяжелую технику, сделав невозможным самостоятельный выход человека из кабины. Для его спасения была развернута масштабная операция с привлечением подразделений добровольных пожарных Лухан-де-Куйо и сотрудников полиции, которые в экстремальных условиях смогли эвакуировать мужчину на безопасное расстояние.
Стихия не пощадила и гражданский транспорт. Неуправляемый поток подхватил и унес 2 легковых автомобиля, припаркованных вблизи зоны разлива. По счастливой случайности владельцы и пассажиры транспортных средств проявили бдительность и успели покинуть салоны за считанные секунды до того, как машины были смыты течением. К вечеру того же дня в районе было зафиксировано множество случаев подтопления подвалов и повреждения дорожной инфраструктуры. Власти провинции Мендоса выпустили предупреждение о сохранении метеорологической опасности, так как почва в предгорьях предельно переувлажнена, что создает риск новых внезапных наводнений. Пострадал от шторма также аргентинский город Каньелос в провинции Буэнос-Айрес. Город подвергся кратковременному, но чрезвычайно мощному удару стихии. Несмотря на то, что пик непогоды длился всего 15 минут, этого времени хватило, чтобы погрузить регион в инфраструктурный хаос. Сочетание ураганного ветра, интенсивного ливня и крупного града привело к массовому падению вековых деревьев и железобетонных опор линий электропередач. По официальным данным энергетических компаний, более 3500 домохозяйств остались без электроснабжения сразу после прохождения грозового фронта. Основной удар пришелся на жилой сектор и коммерческие зоны, где порывы ветра буквально срывали кровли с частных домов и обрушивали строительные конструкции. Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре. Поваленные стволы заблокировали ключевые транспортные артерии, что затруднило доступ экстренных служб к пострадавшим объектам. В ряде районов зафиксированы случаи разрушения стен жилых построек и повреждения десятков автомобилей упавшими ветками и градом. Подразделения добровольных пожарных Каньелоса и бригады гражданской обороны проводят расчистку завалов и оказывают помощь жителям, чьи дома оказались непригодны для ночлега из-за поврежденных крыш. По состоянию на утро 2 февраля в городе продолжаются восстановительные работы. Энергетики пытаются вернуть свет в наиболее отдаленные кварталы, однако масштаб повреждений сетевому хозяйству требует замены десятков пролетов ЛЭП. Информация о человеческих жертвах не поступала. Материальный ущерб, по предварительным оценкам муниципалитета, оценивается как значительный. 30 января город Мелипиуко, расположенный в предгорьях Анд в южной части Чили в регионе Араукания, оказался во власти сильного грозового фронта. Сильная атмосферная нестабильность, вызванная столкновением влажных масс и штормовой системы, спровоцировала серию опасных электрических разрядов. Один из таких моментов попал в объектив камеры. На видео запечатлен прямой удар молнии в крышу жилого дома, который буквально через несколько секунд привел к возникновению интенсивного пожара. Пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить его распространение на соседние дома, находящиеся в непосредственной близости. По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб. Жильцы успели вовремя покинуть помещение, однако здание получило критические повреждения и практически полностью выгорело изнутри. Муниципальные власти подчеркивают, что нынешний шторм стал одним из самых интенсивных в сезоне, вызвав не только пожары от молний, но и локальные подтопления, а также массовые отключения электроэнергии в сельских районах Араукании из-за повреждения трансформаторов. Национальная служба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий сохранила режим метеорологической тревоги для провинции Каутин, где сохраняется риск внезапных гроз и паводков в горных долинах. Жители и гости Мурманска стали свидетелями исключительного по красоте природного спектакля. Над незамерзающей акваторией Кольского залива в условиях сильных морозов сформировалась солнечная гала. Уникальность явления заключалась в его сочетании с так называемым парением моря. Из-за резкого перепада температур между относительно теплой соленой водой и арктическим воздухом, опустившимся до отметки минус 28 градусов Цельсия, над поверхностью залива поднялись густые клубы морозного тумана. В этом мареве, насыщенном мельчайшими ледяными иглами, солнечный свет преломился, создав сопутствующие паргелии – ложные солнца. На этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.